Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс, продолжаю проходить Моровинд, там ребилд именно. Нахожусь близ старого Бенгарда, который я наконец-то покинул в предыдущем эпизоде. И сегодня отправимся на восток. Да, прекрасные, конечно, здесь пейзажи, ландшафты. В книге об истории старого Эбенгарда упоминались катаклизмы природные, сдвиги тектонические. Вот, похоже, это один, так сказать, из их результатов, последствия. Больше коммуники. Вот, и грот рядом с Альмастиром. А, это я уже у кого-то ворую тут Ну ладно, мне хватит, спасибо. Который был шахтой сначала. А потом там все резко затопило. Это возможно, да. Древняя шахта какая-нибудь эбонитовая. Хотя не помню. Ну да, там эбонит вроде был. Да, я, конечно, мастер длинных клинков. Надо было эту крысу ловить, кстати, в камень душ. Ну, ладно. Думаю, еще много таких крыс встретим. А, вы знаете, я, наверное, залезу куда-нибудь вот повыше, чтобы обозревать пейзажи лучше можно было. Вот, О, пещера, ну-ка. Я вообще очень даже не прочь все подряд обследовать сейчас. Ну и тьма. Слушайте, красиво тут. Волшебно так. И крыса, главное, опять тут сидит. Я уже ожидал какого-то более серьезного врага. Крыса? Ты агрессивная? Нет? Уйти смотрит, смотри. Не трогает. Ладно, хорошо. Точно тут ничего нет больше? На самом деле тоже на шахту больше похоже. Гипнофация. Классная вообще штука. Одни негативные эффекты от нее. Ага, вижу, вон там проход какой-то. Он может быть магом так-то. Спелсворд какой-нибудь. Лечится пес. Как его закрутило. Вмешательство Альмсиве. Оставь себе. О! Что тут у нас? Болотная сестра. Так, ты это... Посиди пока там. Мне, наверное, надо зачистить сначала местность. Глянуть хотя бы, что... Я давно, кстати, не это... Не ел ничего. Так, 12 коммуники мне должно хватить.
О, скатал, давай, сюда. Сюда весь его. Вау. Вилкой чисти. Так, сейчас я вернусь, не переживай там. Ну, вроде относительно чисто тут. В плане того, что врагов не видать. Это я вернулся практически к выходу. Ну и похоже, без левитации или без талантов великих акробатических в то место, которое я видел, вот там не добраться. Чия, привет! Хватит идти в стены. Что ты здесь делаешь? Ты меня освободишь? Спасибо, спасибо. Ну, я думала, что ты к ним относишься. Тебя спросят. Ну, подождите, вроде такой реплики не было, да? У находящихся в хостеле Стендара. О. А. Тут очень закрыто все сильно. Что он сделал? Скорость уменьшил мне. Вот мерзкий. Короче, откопали какую-то гробницу здесь. А тут Боунлорд сидит. Они такие, да ну нафиг. Этот изумруд, кстати, тоже может быть... О-о-о. Неплохо тут. Яг. Колечко обнуления. Так, что это у нас? Характер Тадрила. Адамантиновый шлем. Постоянный эффект. Укрепить атаку, укрепить силу 10-15. Но высасывает 20 интеллекта. Ну, он же на меня не налезет даже, да? Ну, я его куда-нибудь заныкаю даже. Так, хорошо. Здесь исследовано. Дальше. Окей, все, давайте представим, что... Этого ничего у меня нет. Одни штаны, один пояс только. Амулет. Кстати, вот этот вот. Ничего не делать. Это я все тут прям выложил, представим. Пояс я оставлю, это оставлю. Рубашку сниму.
Кольцо лучше какое-нибудь другое. Хамелеона, например. С собой у меня только копье. Собственно, вот этот вот клинок. Одно зелье восстановления здоровья. Кстати, надо бы, наверное, бахнуть восстановление магии сначала, прежде чем... Свитки. Что по свиткам? Что бы я взял? Не знаю, призыв Деэдрота я бы взял. Пока мана восполняется, надо кастовать. Ну и, конечно же, одну отмычку. Ну, вот эту вот поюзанную уже, черт с ней. И вот... Нет, щуп. Ладно, один такой щуп, один такой щуп. Больше ничего нет у меня с собой. Одно зелье восстановления хп. Вещь я скинул типа здесь. Почему не могу попасть? У меня же неплохо прокачанные копии. Рыба слишком ловкая попалась. А, здесь, кстати, лучше свет, да, работает? Да, он хорошо освещает прям близ меня пространство. Да, кайфовенько. В принципе, и то можно использовать даже. Хотя это мана затратно. А, что я не следил за дыханием? Эй, чё я сюда вообще тыкнулся? Тут ничего нет. Странный просто пруд для рыбы-убийцы они тут сделали. Вот сюда тогда. О. Так, вилка где моя? О, мистерии червя, смотрите. Я думал, это уникальная штука, которую мне дал. Дичь. Гончий герцина. Блин, литературу заныкали сюда. Бред стамины. Не помог, да, он тебе? Не очень интересный на самом деле. Практически все изучил. Ну, шлем интересный, конечно. В такие моменты жаль, что я не других рас каких-то, кто бы мог это использовать, все дело, да? Смотрите, какой я стал освещенненький. Так, все надел? Вроде все. Приятный эффект от заклинания света. Бежишь, а перед тобой так мягенько, постепенненько свет льется. Напугало меня. Полетели. Нычечка. А, вилка у меня еще наготове. Отражение. Плохо. Обнаружить очарование тоже пойдет.
Так, хорошо. Значит, эту часть подземелья я исследовал. Осталось, по сути, вот. Только это. Враги будут? Там жила какая-то, похоже. Скатал заесть хлебушком, чего бы нет. Дамантин. Ладно. Пока что карман не тянет. Пока что сохраню. Темно тут. Черные крысы дружные. Хорошие. Да, ничего тут своды. Но все-таки похоже бывшая шахта. Отмычка грандмастера, смотри. Да, ладно, не буду жадничать. Дьявольское копье. Ну, призыв копья доэдрического, да? Так, ладно. Они, наверное, огнеупорные. Ну, тут проход завален в доэдрические руины. Не пролезть в них, похоже. Так, а у него какой удар лучший? Режущий. Ну, я и самым неэффективным ударом получается неплохо. О, бриллиант. Прелестно. Не зря я такой внимательный, да? Вилкой сейчас его. Интересно. Волшебный арбалет. Ну, интересные, конечно, заклинания там. Разрушить броню. Нет! Нет! Лапку обжег. Да ну вас! Кто вообще сюда додумался запихнуть этот сундучок? Ой, не то. Все, на выход. Ну, я думаю, эти две мирские руины как раз и станут следующим пунктом. Следующей моей целью. Так вот, мысль-то я не закончил. Это, конечно, интересные заклинания, но мне сейчас эффективнее уже просто сделать выстрел с моими-то навыками и волшебными стрелами. Так будет эффективней. Враг падет быстрее. Вообще хотел повыше залезть, ну ладно уже. Я на самом деле не думаю, что что-то интереснее этих дремерских руин я увижу в округе.
гигантский телескоп. Уж эти двемеры. Вон там вроде какое-то поселение еще. По крайней мере, обитаемые места. Надо тоже сходить будет. Бцунг! Или бцанг. Лишний уровень. Почему бы нет? Пошли на лишний уровень сразу. Ай! Маны не хватает. Ужас. Ничего себе. Да я так... Ой-ой-ой. Восстановление прокачаю. Я и так дойду, наверное, до этого нижнего уровня. Без всяких падений. Нормальным способом. Тихо, тихо, тихо. Неплохой, конечно, амулет хождения по воде, все дела. Ну, не знаю. Что, ты быстрее бегать стал? Да, вот она дырка. А, это понял я. Искатель приключений, да? Шел вниз по лестнице, и тут все провалилось к чертям. Его завалило камнями. Как-то нелогично. Камень, по идее, первым должен был упасть. Не, наверное, это... Он здесь был уже внизу. А может, это труп Двемера? Хм. Может быть. Смогу вылезти отсюда? Какой я ловкий. А, мерзкий паукан. Отъедь, отъедь! Надо ж когда-то качать длинные клинки и другие виды вооружения. О, наконец-то крит. Он еще там. Но это парадный вход. Это слишком тяжелое. Неэффективно такое таскать. Я еще когда в детстве играл в Моровинде, мне всегда нравились двемерские руины куда больше, чем доэдрические. Даже несмотря на то, что доэдрические всегда богаче были. О, да что ж я не то все кастую. Поехали! Алло! Не работает. Обсерватория. Шикарно.
И всегда мне Двемирские руины нравились именно тем, что в них много... Вот это я возьму. Много драгоценных камней обычно можно найти в двемирских всяких вот этих вот бочечках, кегах. По стелсу, по стелсу. Сколько там пауканов, а? Закрыто. Ну и просто дизайн приятнее у двемирских руин, чем у эдедрических, по-моему. Я, конечно, понимаю, что у меня и у Даэдра разные совершенно представления о красивом. Но... давай все сюда. Жалко, что оно не проклято. Сейчас бы этот передот проклятый был, и все, я бы завершил квест. Ну все, пауки, ваша смерть пришла. Нет, вот так. Конечно, да. Пока он не заметили другие. Да, сюда. Да ты не должен по мне попадать. Я ловкий. Тут, наверное, рубящий самый эффективный. Режущий эффективнее таки. Надо посмотреть просто, ну... Нет, рубящий все-таки эффективнее. Так, ну с них только металлолом падает, да? Даже можно не проверять, наверное. Вообще одна монетка, замечательно. Дорого-богато у вас в этих сундучках просто. Ну, двемирские монеты на самом деле самый ходовой двемирский товар. Они легенькие, маленькие и дорогие. В отличие от сырого эбонита, что пью. Правый наплечник. Ладно, давай. Хотя это двемирский артефакт. Как-то раз на меня напали торговцы за то, что я им пытался их продать. Я не хочу больше рисковать. Ну все, больше тут нет ничего. 11 вечера. Ночные серии начинаются. Но тут негде на ночлег остановиться-то. Ну, можно, конечно. В принципе, блин. Не самые удобные полы там, конечно. Для того, чтобы на них спать. Но, по крайней мере, можно найти себе тепленькое местечко. Вот здесь вот. Паучка использую как подушку. Лава будет меня согревать. Да, и в 5 утра выдвинемся отсюда. Сюда. А, черт, дождь еще идет. Да, Двемир, конечно, толковые ребята. Энергией пара умели пользоваться, ничего не скажешь. То-то они на таких неподходящих, казалось бы, ландшафтах всегда строились. В озерах лавы просто. Зато энергии сколько, да? Да, вон какие-то поселения там есть действительно. А уж построиться в Роковой горе, там сердце Лорхана и все такое. Бесконечный источник энергии, можно творить вообще что хочешь. А как легитимно туда попасть без левитации, мне интересно. О, еще пещерка, ну полезли.
Вдруг она приведет к доэдрическим руинам. Гид. Ну, не очень похоже на доэдрическое название. Вот это похоже на волшебницу. Френдли? Френдли. Маргия Сикора. А чё ты тут отшельничаешь? Что привело тебя сюда? Ну, пожалуйста, побыстрее. Я очень занятый алхимик. Ладно. Очень интересно. Ну, я полагаю, это часть твоего профессионального пути, да? Ладно. Не буду тебе мешать. Зато кровать шикарная. Тут мне, наверное, конечно, плесень проедает ее. Сырость тут по-любому и все такое. Ладно, доэдрических руин я не нашел, но нашел алхимика. Вот, начинается Sundered Scar. Меняются пейзажи. Давайте посмотрим, что тут мы найдем. Легитимно, пожалуй, туда не пройдешь без большой петли, поэтому полетели. Что-то в этом есть всё, да? Вот пейзажи а-ля темный берег, темный, горький берег мне всегда нравились в Моровинде больше всего, наверное. Да вы знаете, мне почему-то всегда в играх больше нравятся такие джунглеобразные пейзажи. Вот в Моровинде, например, в Обливионе мне больше всего нравился регион этого Лиявина. Самый южный, который граничит с Чернотопьем. Пока что единственная живая душа, которую я вижу. Чё, расслабляешься, дружище? Да, красивый вид. А? Я нищий, говорит. Чё делаешь? Чё слышно? Ладно. Такая традиционная данмирская безотносительность в глазах этого сэры видна. Ну и бардак. Ой, бардак. А чё им париться, да, тут? В такой дыре. Привет. Чё тут слышно у вас? Ничего? Ничего. Но мне надо было проверить это поселение в любом случае. А так-то я знаю, что эта местность весьма обширна и весьма небогата на квесты и вообще на какой-либо контент.
О, вы знаете, что я вспомнил? Тут же где-то неподалеку есть замок семейки Адамс, такой в кавычках. Я бы такой, что к ним еще раз наведался. Там, в общем, некромант и его жена Лич. В самых первых сериях я там был у них. О, тут, кстати, я даже ходил, смотрите. Я вот думал, как мне... Я бы, на самом деле, знаете, сходил на Альмалексию, посмотрел, она где-то здесь. Говорят, красиво там, несмотря на то, что еще не готовые земли. И я все еще, на самом деле, возвращаясь к квестам, ищу... Побережье Недотрил. Недотрил. Сейтур. Я даже помню. А, да, я, знаете, я его вспомнил, даже еще не увидев название. Да, то есть с другой стороны мне интереснее держаться побережий. Но я не помню тут, чтобы были какие-то населенные пункты, но... Тем не менее. О, я могу зелье хождения по воде себе же сделать, да? Да. С другой стороны, я понимаю, что я мог опять же скастовать. Левитацию, но... Иногда хочется разнообразия, знаете ли. Грязикраб, пожалуй, это самая дешевая душа. Пустой камень стоит больше, чем камень с крабом. Я, когда только прибыл впервые на континент, десантировался как раз в этих краях. То есть это стало... Да, слушайте, по-моему, даже вот сюда как раз именно. Ну-ка. Да, из Тель-Браноры я приплыл сюда. Вот. Ой. И мне тогда стало казаться, что действительно... Там ребилд еще очень сырой. Когда только начинал прохождение, я вообще не знал, что он из себя представляет. Не имел ни малейшего понятия о степени качества и проработки этого мода. И вполне допускал, что он может быть каким-то таким не очень. Ладно. Сюда не удается легитимно залезть. Хотя, блин, там интересно, наверное. О. Да, когда я путешествовал по этим пустынным местам, мне так и казалось, что нечего ловить у них. Знаете, я сейчас вспомнил, что я же хотел что-нибудь еще почитать перед тем, как уходить из старого Эбенгарда. Ну ладно. У меня на самом деле сейчас не так, чтобы много времени, чтобы переводить еще что-то из Project Тамриэлевских книг. Туман, конечно, мне не на руку совсем. Этот нынешний.
Как будто лавовое русло здесь какое-то тоже. Да. Очень мирное место, одни только нетчи тут водятся. Даже скальных наездников. Одного только видел. И что-то мне подсказывает, что Сейтур не здесь находится. Он, наверное, знаете, вообще на этом берегу на каком-нибудь. А, кстати, вот сюда можно и отправиться. Я вообще предполагал, что отправлюсь куда-то в Хилним, но, может быть, действительно стоит сюда сначала. Раз уж они там перерабатывать это все будут. Я, знаете, не то чтобы стремлюсь увидеть Хилним и Firewatch до того, как их переделают. Потому что они переделают их более в соответствии с лором. А вот здесь я бывал уже. Помните, контрабандистов я тут искал? Окей, ладно, здесь нету Сейтура. Вот, и альтернатива, это действительно можно пойти на северо-восток. На юго-восток, то есть сюда. В общем, есть время подумать, но я пока буду двигаться действительно на северо-восток, потому что Альмалексия, она где-то там. Вообще очень медитативно тут. Вот это ненормально. Спокойно, никого нет. Да, вот это было первое вообще поселение, какое бы то ни было, которое я встретил. Чей-то особняк. Я помню, что там... Этого не видел. Помню, что там ничего интересного. Где-то тут указатель у вас был, вроде бы. Альт-Аритан. Надо сварить еще зельюшко. Восстановление запаса сил просто. Ну да, конечно, сварил. Наверное, хотелось хак-ло варить его. А, во. Норм. О, слушайте, а это я не припомню. Вот такую хижину. Тут даже их несколько. Миралак, Альмалексия. А, подожди, это же, блин, знаменитый двемерский плов. Но вот этого я, правда, не помню. Надо было металлолом с собой взять, запихнуть ему туда его назло. А как? Через люк? Я помню, хозяин тут неприветливый очень. А, неплохо вы тут вдвоем живете. Поживаете, добра наживаете. Зачем ты растишь грибы тут, если их там снаружи растет до черта? А? Что тебе надо, а? Суешь свой нос куда ни попадя вот так. Тихо, тихо ты. Смотри, как не любит меня. Наверное, вы контрабандисты. Раз так.
Ай-яй-яй, как я застрял-то, но зато акробатику повысил. Ладно, это, наверное, хороший повод закруглиться, раз я застрял. Друзья, давайте заканчивать на сегодня. В следующем эпизоде отправлюсь в сторону Альмалексии, посмотреть, что там. Красиво, некрасиво, как оно вообще. О! С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Лайки, подписки. До встречи.